Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня, знаете, на какую тему с вами очень хочется поговорить? Что необходимо знать в данный момент, да? Такой небольшой чекап нашей жизни, чекап нашего организма, наших ментальных тел, возможно, вот, чтобы понять, в какой точке мы находимся. И, соответственно, из этой точки будет сильно проще двигаться, потому что будет понятно, в общем, какими скиллами и ресурсами мы обладаем. Да, и опять же, расклад по многочисленным просьбам, это уже, знаете, мемная такая шутка для меня лично становится, потому что я же говорю о том, что когда вот обычно там, ну, неважно, тарологи, психологи, там, публичные личности, даже в той же самой инсте, да, пишут, что по многочисленным просьбам меня часто спрашивают, а на самом деле никто его ничего не спрашивает. Только у меня ситуация кардинально противоположная. Я провожу что-то вроде каздевов, но это такая вот маркетинговый такой термин, когда я изучаю, что же действительно вам надо, то есть приходите на личное, примерно понимаю, да, ну, в общем, какая аудитория приходит, за какими решениями, и как бы внедряю, да, там, ну, в это все в контент. Где-то я общаюсь там в своих кругах, опять же, магические чаты, это моя самая приближенная аудитория, понятно, что, да, это люди, которые проживают арканы, которые в манифесте, конечно, не в приоритете, естественно, ну, то есть это абсолютно нормальная история, что не в приоритете. Да, было бы странно обижаться на подобное. И, конечно, я, опять же, тоже даю обратную связь, да, там экспрессы вы какие-то проводите, я тоже смотрю на какие темы. И вот этот момент относительно точки, в которой я нахожусь, в моей личной точке, там, не знаю, доступа, до точки сборки, это очень актуальная тема, потому что в какой-то момент тебе кажется, что ты на перепутье, ты запутался. Или, например, у тебя заканчивается предыдущий период жизни, а новый все никак не начинается. Девочка недавно на консультации была, которая что-то делает, а по факту как бы, ну, нет результата, да, нет выхлопа, нет там вот, ну, причинно-следственная связь, да, а она немножко не отлавливает, почему так или иначе, и вот считает, что у нее лично, значит, лично на ней подарки Деда Мороза закончились. И это же еще про то, что нам проще так думать, знаете, что на нас закончились. А не хочется думать, что это мы не принимаем, это мы Дед Морозу говорим, вообще не надо к нам приходить, да, Санта-Клаус, ты у нас, значит, сказала бы кто? Ну, вот такая, да, история. То есть мы что-то сами делаем, собственно, не так. Так вот, чтобы делать так и обращаться больше к себе, отлавливать свои чувства, эмоции, опять же, не травмироваться, а личные вот эти чувства, эмоции подавленные. Да, у меня есть такая штука, как проживание арканов, это игра в долгую, сразу говорю, потому что прожить вам придется 78 арканов, это будет 78 медитаций и 78 лекционных частей. Лекционные части, несмотря на то, что я периодически включаю токсичного иерофанта, они абсолютно не занудные, потому что я выстраивала вот их таким образом, чтобы это было интересно и мне, там, и, не знаю, когда вы мне даете обратную связь, что если вы, там, допустим, слушаете лекции в кругу семьи, то ваши родственники тоже там замечают, что это интересный, достаточно познавательный науч-поп. Ну и вот в стиле, опять же, науч-поп, но при этом с пониманием, что это действительно практическая часть жизни, я еще и создавала манифест. То есть, с одной стороны, это, конечно, и для новичков, и я там даю азы традиционного колдовства. Я не знаю, кто еще вот делает в русскоязычном пространстве это, потому что, как правило, все это вуалируется под какую-то, я не знаю, квантовую экстрасенсорику или, наоборот, какое-то утрирование, там, знаете, короче, бегать по кладбонам, какая-то токсичная обстановка вот на изучение этого всего. Я, конечно, поизучала, одним глазом поподглядывала за этим всем, ну, по крайней мере, за теми проектами, которые там известны, которые есть в пространстве. И вот сильно я, знаете, там харизматически не преисполнилась ни по отношению ни к одной, ни светской, ни публичной вот этой ведающей женщине. И поняла, как бы, что нужно создавать свое на своей энергетике, да, и под свою аудиторию. Вот так и родился манифест, опять же, по многочисленным запросам. Вот. Вся эта информация, это не, там, то есть не нужно что-то где-то что-то исследовать и искать, потому что в закрепленных комментариях под этим видео все это есть. Это просто программа лояльности. Да, то есть вы там подписываетесь на наши каналы, да, становитесь спонсорами, что-то еще там, да, либо через платформу Boosty, вам открывается безграничный мир возможностей. Ну и, естественно, конечно же, вот
проще уже как-то взаимодействовать со мной, потому что если вы в моих магических чатах, вам как бы сильно проще что-то мне там написать, там, да, понятно, что я там не всем и не всегда сразу реагирую, там, отвечаю, но при этом вот те, кто со мной, знают, что я достаточно нормальный, адекватный человек, вот. И только вот люди, которые со стороны смотрят и не подходят к нашему костру, да, могут считать меня какой-то очень холодной, высокомерной. Но я считаю, что это просто своего рода фильтр, да, фильтр. То есть если люди боятся получать информацию, они так будут это считывать все, да, наши такие с вами магические защиты. Поэтому я стараюсь, чтобы как-то людей лишних не было, именно по той причине, что, конечно, может немножко расхолбасить. Да, потому что страшно становится. В какой-то момент, когда начинают открываться знания, когда ты берешь ответственность за себя, опять же, и ты понимаешь, вот я есть, вот это моя сила, вот это моя внешняя сила, к которой я могу подключиться. Там неважно, что это такое, места силы, там боги древние, новые, неважно, то есть ваш источник силы. Астрологические какие-то соответствия на небе, там, допустим, лунная магия, или там, не знаю, магия крафта, то есть вот эти внешние источники. А есть моя внутренняя сила, и от того, как ее качну, как я раскачаю каналы взаимодействия с внешними источниками, вот, собственно, вот такая я ведьма, да, ведающая женщина, ну, если вам это важно. Поэтому вот эта вот вся история, что какая вы ведьма, а вы типа ничего не знаете, не умеете, просто смотрите расклады Таро, это так не работает, да, или кто-то такой, вот, а я там в 5-м поколении, а у меня бабка. Ну, классно, что твоя бабка. Твоя бабка что для этого делала, соответственно, но ты считаешь, что тебе просто вот по праву дано, но при этом ты ничего не развиваешь, да, там шарахаешься от того, что ты якобы видишь сущности, а это же не что иное, как просто желание быть избранной, потому что пока ты не практикуешь, ты как-то, ну, как это сказать, ты эту фамилию не носишь. Все, ладно. Ну и, соответственно, да, если хочется разобраться в своей силе, да, как ее принять, у меня есть четкая инструкция. Ну, четкая, понятная инструкция. Потому что все кричат о том, что нужно принять силу, да, и у многих тупые, просто тупейшие ассоциации, что это исключительно там тебе руку должна подать вот эта ведущая женщина, да, обязательно должна дымоход там разбирать, потому что ее душе сложно уйти, потому что она там много чего накосячила. Большое количество стереотипов. При этом мы живем с вами как бы в современном мире, понимаете, мы ездим на машинах, нас на лифте поднимают, да? Ну, лифт поднимает на верхние этажи, как бы, а не с тупотом, с метлой в частности. Ну вот, а почему-то вот эти предрассудки, да, как проявляется ведовство и колдовство в современной жизни, оно все это живо. Понятно, что мы как бы от крафта не отходим, ну, потому что мы на самом деле всегда должны быть близки к природе. Природа обладает просто мощнейшей проводящей силой. И многим действительно это может показаться как-то, да, жутковато, взаимодействие непосредственно с природой. Потому что там и про инстинкты, и про заземление, и про какие-то живые материалы, да, но это просто одна из форм магии, да. Почему? Потому что жизненная сила обладает энергией. Я, кстати, об этом рассказывала в 5 главе манифеста. Для многих она оказалась тяжелой, потому что я там рассказывала именно про взаимодействие как раз с стихией Земли, да, там и даже, между прочим, с некими, да, там, материалами, даже немножко биоматериалами. То есть, ну, там на самом деле очень классная информация, да, и это позволяет вам, ну, избежать ошибок и, соответственно, не вестись, если вам что-то пытаются навалить и, да, относительно вас. И вот вы когда разбираетесь в этом всем, вам сильно проще жить становится. Поэтому я считаю, что я прям творю великую миссию, когда вас очень аккуратно, да, знакомлю с непознанным, но при этом ограждаю от большого количества ошибок, которые неофиты совершают на этом пути. И, возможно, даже те, которые я совершала. Ладно, давайте смотреть, в какой точке вы находитесь сейчас. Первый камень зеленый, а второй оранжевый, третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео. И время начала вашего видео. Ну что, единички, я вас приветствую. Надо было болталке сказать, что мы сегодня работаем на Mind's Eye, на Таро. Хорошая, красивая, лаконичная колода. Сказать, что быка нам дарит путешествие, что-то такое непознанное, какую-то мощную символику, нет. Я что-то в последнее время прям немножко разочаровываюсь, потому что там просто значение написано по этой прямой перевернутой позиции. А хочется понять, как именно думал художник, когда там что-либо создавал, да.
Так, ну что, давайте сейчас я коснусь плана действий и посмотрим. Сейчас я подумаю, как выстроить расклад, потому что мне надо, чтобы все карты попадали в кадр. Так, у нас с вами 6 карт. Мне надо, чтобы все попадало в кадр. Потому что картинка должна быть эстетически приятной. Знаете, я себя вчера отловила на очень интересной мысли. Ну, в общем, так случилось, что вот я после тренировки зашла что-то взять себе не калорийное, опять же, да, там догнаться. Даже не совсем там углеводная какая-то история. Вот. А там, ну, такой небольшой корнер. И я сначала хотела там поесть, а потом обратила внимание, что там дико грязно. Вот. Дико грязно в том плане, что, ну, видимо, люди там за собой не сильно играют, там вот какой-то такой немножко формат самообслуживания. Ну, нет, это приличное место абсолютно, корнер. Вот. Ну, просто как бы сам факт, что это был достаточно грязный пол, и что-то разлитое было, да, кто-то кофе там за собой не убрал. Я бы, наверное, раньше бы закрыла на это глаза, потому что там, ну, просто я бы не обратила внимания, экранировалась бы, короче, да, ушла в себя, ничего не заметила. А здесь вот такое ощущение, что я прям вот эту грязь почувствовала, мне так неприятно, и я прям по-быстрому постаралась оттуда уйти, и потом себя поблагодарила за это, потому что поняла действительно, что вот, это моя норма, если мне это не ок, я ухожу. Я поняла, что это вот какое-то внутреннее разрешение, понимаете? Не досматривать кино, которое неинтересно, не находиться в той точке, там, которая тебя больше сливает, чем наполняет. Такая вот интересная у меня рефлексия для вас. Так, еще одна мне карта нужна. Надеюсь, что все в кадр у нас с вами попадает. Кстати, ловили, да, себя на таком, когда действительно хочется уйти, с кем-то, возможно, не общаться. Ну что, давайте смотреть, что же нужно нашему физическому телу. Просто я думаю, как так сделать, чтобы было аккуратно все. Нашему физическому телу что нужно в данный момент? Королева Пентаклей. Да давайте так, по-честному. Вот вы своему телу сильно задолжали. Потому что королева Пентаклей, здесь прям прямая отсылка к телу идет, да? Прямая отсылка к заземлению непосредственно, прямая отсылка к чувствованию тела. Это очень важный момент. Вы, скорее всего, немножечко там, как это сказать, подлетели. И вот на вопрос, собственно, почему королева Пентаклей, я уж не буду говорить, прям совсем натягивать сову на глобус и говорить, что это только прям, обратите внимание на женские вот эти вот наши там, да, нюансы там, вот, репродуктивная система и прочее, потому что, ну, королева Пентаклей это в целом, да, в целом такая история, явно вот вы себе на уровне тела задолжали, да, и это любого рода тактильность, может быть, это массажи, да, может быть, это тренировки, может быть, это флоутинг, да, может быть, это спа, если нет возможности, может быть, это баня, то есть нам нужен контакт с телом, потому что мы дико телу задолжали, и, соответственно, когда мы, знаете, как голова отдельно, тело отдельно, то, как правило, голова очень сильно блокирует желание тела. Ну, потому что такая привычная история, для вас, видимо, привычная история. Вы чего-то хотите, да, ну, где-то, может быть, даже на уровне своего внутреннего ребенка, а голова говорит, нет, это нерационально, мы, значит, туда, мы это не делаем, туда не пойдем, это блажь, это прихоть. Сейчас посмотрю еще, почему королева Пентаклей. Поэтому всех это, знаете, нейроведьма отправляет на телеску. Кого-то тактильность, телесная терапия, понимаете? Просто вот что-то себе, я не знаю, медовый массаж какой-нибудь сделать. Вот, да? Понежить себя. Вот смотрите, тройка чаш, да, в общем, королева Пентаклей. Кстати, вполне возможно, что это женские круги, там, может быть, и женская баня, девичники, йога, да, ну, вот как-то с подружками, может быть, как-то встретиться, да, и, опять же, понежить себя.
Но вот опять же на уровне каких-то красивых, интересных тактильных ощущений. Да, если это не про мягкую тактильность, может быть, вам какой-то другой формат нужен. Вот. Это не про то, что в этом обязательно должен участвовать мужчина, как вот мужская, маскулинная энергия, потому что здесь все-таки больше про какие-то женские энергии. Ну, не знаю, что если с подружками встретиться, не знаю, может, чай какой-то травяной, знаете, может, еще что-то. Но именно на уровне тела вы должны это прочувствовать. Прочувствовать вот эту радость, знаете, единение прямо на уровне тела. Тут тело очень хочет, конечно, чтобы вы к нему вернулись, чтобы вы вспомнили его желание. Потому что, знаете, такое бывает, что мы много работаем, а потом, дай бог, что у нас есть время на выходные хотя бы на себя, да, потому что дети, потому что собаки, кошечки, потому что убрать нужно и приготовить там еще что-то. И мы прям, бывает, вообще забиваем на себя и думаем, когда же вообще отпуск, когда же мы уже там сможем, допустим, время себе посвятить. А многие даже берут отпуск, просто чтобы дополнительно еще поработать на благо своей семьи. Там, знаете, огород, дача там, ну, еще что-то. Ну, как бы все мы разные, просто говорю, что вот на этом этапе вы немножечко в дисконнекте, вам прям вот каких-то вот отдыха, радости для тела очень не хватает. Эмоции, давайте, эмоции, вот какие нам нужно сейчас получить, и это важно. Нам нужно много эмоций, нам нужно много радости, потому что 8 мечей вообще предполагает отчаяние от отсутствия позитивных эмоций. Да? Вполне возможно, мы находимся сейчас в неком стрессовом состоянии, об этом тоже 8 мечей может говорить. Вообще такая, знаете, не очень благоприятная карта. Если мы с вами пойдем в классическое значение, то там смысл в том, что да, если мы опять же поймем, что сзади нас, да, это все-таки вода эмоций, помните, да, что там девушка стоит, а сзади вода, там водоем какой-то, который в принципе, ну, в психоаналитическом смысле как раз и означает, да, что мы себе либо эти эмоции запрещаем, либо запрещаем себе положительный. Но тут катастрофически, конечно, не хватает, эмоциональный прям спектр очень страдает. Очень страдает. Так, 8 мечей, 5 чаш. Ой, посмотрите, как вы прям ушли в грустного ежика, да? Спрятались в грустный домик. Да, вот смотрите, получается, что мы тоскуем по тем эмоциям, которые были у нас когда-то, но сейчас мы их не получаем, сейчас у нас доступа нет. Это, смотрите, ты открываешь кран и всегда знаешь, что там есть горячая, холодная вода, да? А вот в какой-то момент все, у тебя, ну как сказать, водопровод-то вообще перекрыт, ну, кем-то, не знаю, может ремонт, может еще что, ты открываешь кран, там никакая вода не течет. И ты начинаешь, конечно, эту воду искать. И, может быть, у тебя сейчас не так много доступа к этой воде. Еще вот, кстати, на уровне вот чувствования, вот ощущения, ну, происходящего с вами, вы, правда, немного подвысохли, поэтому, может быть, правда, нужно больше воды. Может, вы в зале сушитесь? Ух ты. Ну вот, ощущение вот этой зимней спячки, да, карты смерти, потому что ощущение, что какие-то эмоции у вас отмирают, да, то, что уже больше вам не служит, то, что, например, вас там поддерживало, может быть, вы жили в состоянии, ну, да, в иллюзиях, да, вы себе придумывали эти эмоции, может, они несуществующие были, или просто вы по большей части жили воспоминаниями, да, вот у вас, ну, сохранился какой-то запас положительных эмоций, ну, и мы постоянно, в общем, пьем, да, из этого колодца. А тут как бы колодец, все, он уже практически пересох, потому что вы уже все вычерпали. А новые источники сильно не приходят, да? Сильно не приходят. Ну все, то есть нам нужно вот это положительная эмоция, нужна какая-то радость. Но как бы карта смерти не предполагает. Такое ощущение, что как бы колодец, да, подзавалило вообще либо снегом, либо камнями, либо песком, либо чем-то еще. Может, вы просто не даете, да, этим эмоциям себя проникать. Ну, давайте сразу тогда совет возьму, что делаем здесь. Знаете, я как-то давала очень странный совет одной прекрасной девочке. Я говорила о том, что, знаешь, иногда нужно через силу воли насильно искать радость в том, что тебя окружает. И вот здесь вот по 9 жезлов это тоже, знаете, совет актуальный для вас.
знаете, как насильно ищите радость. Ну что такое насильно искать радость? Я знаю, что вот сейчас многие капризные комментарии мне вывалите из серии «Как это? Так не бывает». И вот это все, ну там, это душа там типа это хочет. Но смотрите, вот то, чего хочет душа, она сейчас точно не получает, да? Мало того, что она не получает, вы как будто ей не даете, вы как будто вот ее прям голодом морите, понимаете? Ну условно, вот если бы она там живая была, ощущение, что вы ее прям морите голодом эмоциональным, да, не даете ей чувствовать, потому что, скорее всего, говорит, ну вот то, что я сейчас могу ей дать, оно либо невкусно, либо я и устала этим кормить. И, соответственно, вот этой пищи мы уже не хотим никого кормить, а новой как бы нет, да, либо она не выросла, и мы надеемся, что она сейчас под снегом прорастает, что-то свежее, хорошее для нас. Ну, я же говорю, что здесь нужно насильно, да, то есть смотрите, чтобы не было витаминоза, который, в принципе, вам очень четко показывает по первой позиции, да, как это, помните, как мама бегала там в детстве за нами, там, с ложкой рыбьего жира, да, или там витаминами, которые мы терпеть не могли, нас насильно впихивали. Здесь вот на самом деле насильно витаминизируйте себя, понимаете? Насильно уже через силу это делайте, потому что надо, да? Ну, это надо, потому что если мы сейчас это потеряем, мы просто потеряем навык, а дальше будет сложнее, да, потеряем навык все-таки, да, поиска вот этой радости, привлечения в свою жизнь радости. Что-то у нас пока, что-то не с легкостью, не с великолепием, да, год начинается. Вот начинается таким образом. Общение с какими людьми вам сейчас нужно? С какими людьми? Ну, понятно, с умиротворенными, сильными. Я не знаю, может быть, вы, если в большом городе, этот город вас истощил, может быть, вам как раз общаться с людьми, которые недавно приехали, наполненные, там, знаете, из отпуска, там, путешествий каких-то, наполненные солнцем, потому что вот чего не хватает. Солнца, не хватает вот этой свежей энергии, не хватает, ну, людей, которые, ну, не обязательно, знаете, сила, она прям должна проявляться как что-то прям мощное, да, такое, потому что сила тоже мягкая может быть. Вам правда сейчас не хватает общения с сильными людьми, с людьми, которые дадут вам состояние поддержки, да? Которые скажут, слушай, ну окей, как бы все окей будет. Посмотри, да, у меня тоже было, значит, shit is happen, да, ну я что-то с этим сделал. Все карта силы, 4 пентаклей. Еще ощущение, что вам нужно общаться с людьми, которые выстроили себя либо в семейных отношениях, либо в работе, потому что 4 пентаклей – это вот еще карта союза, да. Вот это действительно ощущение, что люди, вот с кем вы должны, ну, вам сейчас общаться, это какой-то, знаете, self-made, потому что есть ощущение, что у вас тоже, ну, как бы есть вот эти, да, навыки там self-made, просто у вас пока не очень получается, а вам прям нужно, чтобы пример был, понимаете, перед глазами. Да, при этом понятно, что с одной стороны 4 пентаклей – это карта ограничения, но с другой стороны это карта стабильности. Вам сейчас вот нужны спокойные, уверенные в себе, стабильные люди. Да, это как раз та энергия, которой вам сейчас не хватает для уверенности в себе. Просто я начинаю внутренне раздражаться, потому что я слышу прям вот этот запрос из серии «Анечка, где же их взять, таких людей?» Ну, я же не знаю, где их взять, потому что вот у меня чуть-чуть, и вот начнет дергаться глаз, потому что я чувствую, через какое дикое сопротивление сейчас проходит первый вариант, когда я все это говорю. Потому что устали, хочется на ручки, и классно, если бы нейроведьма взяла, да? Нейроведьма высокомерно никого на руки не берет. Я просто уже, знаете, троллит вот эта вся история с моим каким-то высокомерием. Ну что, давайте, знаете, что посмотрим. Вот у вас же есть какой-то опыт из прошлого, да? То есть вы получили какие-то скиллы, навыки, и давайте смотреть, что вам может помочь. Ну что вам может помочь? Ваше умение чувствовать как раз, да? Ваша сердечность, может быть, понимаете? Ваша теплая вода вообще, потому что сейчас вы не про какие кубки, вы совсем не про какие кубки, видно, да, что как бы не хватает. Не само еще кому-то что-то давать, как-то пересохший колодец, ну извините ли. Вот. А здесь как бы нам показывает, что вот было же время, когда мне было хорошо, я была наполнена, да, по королеве чаш. Может быть, это классный, развитый творческий канал. Сейчас еще посмотрю, какой опыт. Опыт до того, что вы были любимы, условно. Может быть, сейчас, но сейчас как-то я не могу сказать, что вы прям получаете сполна от жизни любви, поэтому да. Да, это вот опыт отношений, опыт семьи, да, опыт вот любви, которая действительно давала вам
вот это состояние силы, которое вы сейчас ищете в других людях. Поэтому если у вас сейчас пока какая-то сложная история, связанная с личной жизнью, да, ищите общение с людьми, которые действительно либо реализованы в семейных отношениях, либо вот смотрите, да, когда мы там задаем Вселенной вопрос, да, какой энергией мне нужно стать, и нам начинает подсвечивать, да, чтобы там что-то получить желаемое, и нам начинает подсвечивать просто людей, которые уже достигли того, чего мы хотим. Поэтому, собственно, если вы хотите семейной жизни, вам нужно общаться с людьми, да, которые уже свили вот это семейное гнездо. Понимаете, просто понять, что это есть, да, и в вашей жизни тоже может есть, может, да, быть, может и есть, понимаете, может и быть, может уже есть. Сама по себе ситуация, которая сейчас происходит, чему вас может научить? Ну, смотрите, по пажу Пентакли это правда урок может быть, это может быть как финансовый урок, знаете, как урок на самостоятельность, урок на сбережение денег, может быть, да, то есть 100% есть какие-то новые скиллы и навыки. Сейчас еще пажа Пентакли немножко раскрою вам. Знаете, вообще на самом деле классная ситуация, потому что вы, когда вот смотрите на происходящее, вы понимаете, что вы научились рассчитывать на себя, понимаете? Это вас, безусловно, радует. Вот, рыцарь жезлов, паж пентаклей. И вполне может быть, что если вы там тосковали по какому-то персонажу, да, и у вас, значит, ну, тоска, вот это все, вот эмоциональный фон, да, ну вот чему это все учит? Это на самом деле учит, что я уже могу сепарироваться, я уже могу на самом деле рассчитывать на себя. Здесь, кстати, финансовый рост может быть стремительный, если вы того захотите, да, ваш личный, ну, рост, да, то есть либо это обучение, да, то есть ваше, то есть то, которое вы хотели, да, то, допустим, относительно которого вибрирует, знаете, ваше сердечко, либо это, опять же, финансы, ну, потому что это все-таки момент какой-то свободы, самостоятельности, который вы вот, ну, что-то не были готовы-то, еще как будто сами себя наказываете. Чего нужно остерегаться? Чего нужно остерегаться? Интересно, конечно. Новой жизни, да? Страшного суда. Потому что тебе скажут, слушай, ну тебе же вообще давали все ресурсы. Чего это ты так, мать, да, профачила все это? Ну или не мать, кто мне смотрит. Почему страшного суда мы должны остерегаться? Тут, наверное, знаете, во-первых, спросить могут за ту любовь, которую либо вы потеряли, либо не увидели, либо просто вас накроет, понимаете? Накроет чувствами, а учитывая, что нам страшно туда идти, мы, правда, можем пропустить, да, эти новые чувства в нашей жизни. Мгм. Еще смотрите о чем. Ну, то есть, если там был негативный опыт, связанный с отношениями, по карте страшного суда мы можем немножко сейчас получать некий откат. Готовы ли мы в прошлое вернуться, или мы что-то проработали, и, соответственно, мы на это уже не подписываемся, да, такого нет в нашей декларации, да, как девчонки говорят, что вот это уже не мой уровень, мне уже либо нужно выше там, да, либо вот просто я готова к каким-то новым чувствам, эмоциям. Да, но здесь, скорее всего, вот такой, знаете, момент, что вы правда можете наступить на одни и те же грабли, а вас как бы призывают это не делать, потому что вы там были, а там типа ничего хорошего нет. Там ничего хорошего нет. Опять какая-то история либо абьюзерская, либо нарциссическая. И вот здесь вот нам говорят, понятно, что ты же хочешь каких-то чувств, эмоций. Вот если кто-то в этот момент тебя подсаживает на эмоциональные качели из серии ближе, дальше, да, ты готова на это вестись, потому что, знаешь, доза прям нужна, а эмоций уже сильно острых не хватает. И вот тебе говорят, слушай, ты там была? И посмотри, в общем, к чему это все привело. Ты вот только что из рехаба, знаешь, только что чистенько выписываешься. Зачем ты хочешь на одни и те же грабли? Вот такая интересная позиция у нас с вами была по первому варианту. Так, двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. 6 карт, которые покажут нам, в какой точке мы находимся, что с нами происходит, что с этим делать. Как взять ресурсы и как не профачить знаки. Да что ж такое, что вы мне тут выкидываете?
6 карт, и я надеюсь, что у нас что-то должно с вами поместиться таки. Ты выбираешь целых 6 карт вам для расклада, а потом думаешь, как оно все в кадр помещается или не помещается. Ну что, смотрите. Что тело хочет? Двоечки. Что же хочет наше тело? Ну, наверное, пообщаться с первым вариантом, потому что как бы я не тасовала колоду, у нас одинаковая карта в качестве спойлера здесь. Потому что тело хочет тела, тело хочет внимания, да, тело полностью хочет действительно прям какого-то мощного заземления, может быть, вы просто ему это не даете, потому что, опять же, вот королева Пентаклей. Вот королева Пентаклей — это все-таки внимание к себе, это внимание к своим потребностям, это вот я у себя на первом месте, опять же, да. Потому что энергия королевы Пентаклей, она такая, знаете ли, роскошная. Роскошная, заслуженная, потому что, ну, Пентакли — это, как мы помним, самая медленная, да, масть в колоде, потому что она ассоциируется с телом, с урожаем, да, такой медленный рост. И вот, соответственно, вот если нам показывают, что мы в энергии королевы Пентакли, нам типа нужно самое лучшее. Ну, вот на меньше мы вообще никак не согласны и не хотим. И опять же вот момент, что тело нужно побаловать. И в качестве спойлера, если по первому варианту мы как-то баловали себя посиделками с подружками, там какой-то радостью и прочее, то есть у вас может быть немножко другой путь, да, то есть опять акцент на тело полностью. Полностью. Удивительно, да, вот как много мы с вами говорили о том, что вот важно тело, все равно не хватает взаимодействия с ним. Это мы, скорее всего, от него бежим, потому что оно напоминает нам о наших блоках, неверных выборах, да, допустим, какие-то моменты старения, кстати, женщин тоже могут пугать, или там лишний вес, или вот я не чувствую себя в своем теле, да, и как я вам говорила о том, что магам нужны гибкие тела обязательно, то есть в коннекте с телом, когда мы в коннекте с телом, нам даже энергии проще раскручивать. Ну вот, смотрите, у вас какая история. Новые-то энергии должны прийти, да, по карте мага. Но мы сейчас почему-то растим тело для выносливости. Для выносливости. Это мощная женщина, действительно, которая, она, знаете как, она что-то делает в своей жизни на силе воли. Она прям прогибает пространство за счет того, что энергетически она тяжелая. Да? Там, правда, не хватает легкости, она реально энергетически тяжелая. Вот по второму варианту вот есть такое ощущение, или мы хотим, смотрите, прям занимать пространство, да, сначала, значит, аура моя зашла, там, да, какие-нибудь какие-то мощные, там, мускусные, не знаю, там, какие-то духи, да, то есть вот какой-то прям шлейф, такая барня, короче, вот. А потом, соответственно, мы разберемся по ситуации. Но сначала все должны понять, кто в здание зашел, да, почтительно поклониться, все эти холопы. Вот. И вот это тело, ну, понимаете, оно требует вот какого-то королевского отношения к себе. Сейчас спросим, конечно, что оно требует. Угу. И надо понимать, что вы от этого удовольствие получали, да? Надо где-то самоутвердиться в восхищении других людей, да? Чаще всего мужчин, ну как бы не важно. Вот важно, чтобы вами восхищались. Вот этого тело хочет. Такое ощущение, что здесь уже посмотри на меня, да, я хочу быть проявленным, да? Ну то есть вот смотрите, для блогеров, которые, например, там, прячется пока в тени или за большим количеством фильтров и масок, это именно про то, что я хочу выйти из тени, да, если я, допустим, уже что-то снимаю с лицом, то это ну, про то, что нужно от масок отказаться, потому что я и так прекрасна, зачем я себе придумываю тонкий нос, потому что, ну, моя картошечка, он замечательный, ну, вот какая-то такая история, да, потому что здесь прям проявленности очень хочется. Проявленности, восхищения, знаете, харизмы, да, обращать внимание, но это именно что, вот, да, мое тело, мой храм, и посмотрите, как я круто, возможно, его там отточила в спортзале и прочее. Не так давно мне YouTube подкинул, ну, такой, знаете, циничный формат про звезд, которые там сделали свою внешность, и
Ну, цинично, потому что, ну, на самом деле по-разному может быть, да. Можно мягко об этом говорить, а можно с чувством презрения, потому что аудитория вот таких вот каналов, она, как правило, люди, которые не могут себе это позволить. Там единственное развлечение в жизни телевизора, и что, начинается хейт звезд, да, какие они там, типа, не работают, какие они там, значит, тела себе перекраивают. Типа, деньги есть, типа, а ум не прибавился никогда. И вот это вот чувство либо презрение, либо зависть, оно очень сильно считывается, и это даже некие нелперские приемы, да, когда, ну, знаете, условно журналистов заставляют так писать, в таком ракурсе подавать информацию, чтобы еще больше злить и настраивать людей, да, которые смотрят там селебрити. Вот. И там была такая фраза из серии, что одна там, значит, женщина, ну, мы уж не будем, конечно, ее называть, очень сильно стремится сделать себе певческую карьеру, конечно, потому что лицо и тело она для этого типа уже сделала, с намеком того, что у нее было большое количество пластических операций, как на лицо, так и на тело, и вот она, значит, готова уже вот к другой жизни. И вот это вот я вам все рассказываю, потому что ощущение, что вы очень много над собой поработали, и действительно готовы к другой жизни, потому что внутреннее желание себя демонстрировать, да, демонстрировать себя внешне, через одежду, может быть, да, потому что мне нравится, какая я, мне нравится с собой, мне нравится проводить время с собой. Я сильно не страдаю от одиночества, если я наедине с собой, мне есть всегда чем заняться. Я и мои вымышленные друзья, да. И мне вот эту внутреннюю трансляцию хочется реально сметчить с тем, что я, ну, как, знаете, как я реально выгляжу. И мне кажется, что это очень классная и крутая работа над собой. Я хочу это показывать. Такое бывает у девчонок, например, которые недавно сходили на фотосессию к хорошему фотографу, и им показали их красоту, да, ту, которую сложно очень подсветить. Или к хорошему стилисту вам подобрали классный аутфит, или, может быть, вы сами это сделали. Да, и желание просто быть разной, проявляться и показывать. Потому что ваше тело очень хочет. Ваше тело это очень хочет. Здесь вот прям смотрите на уровне каких-то чувственных ощущений. Да, дети вашей маме снова 17, да, вы поверьте, поймете потом. Хочется, чтобы было все, как ты захочешь. И хочется, чтобы все было так, как ты захочешь. Ну окей, интересная позиция, правда? Какие эмоции вам сейчас нужны? Ну, понятно, восхищение. Какие эмоции сейчас нужны? Духовность какая-то, да, верховная жрица, или вы просто не разобрались, потому что для вас какая-то вот тайная история, это еще, знаете, означает, что я типа сама не знаю, что хочу, но просто вот мне кайфово. Я даже не знаю вообще, зачем я это делаю. Ну, нравится мне все, отколебитесь от меня, да? Так, верховная жрица. И 7 чаш. Да, то есть это не, знаете как, я не знаю, какие эмоции я хочу получить. Я не знаю, какие эмоции там я хочу испытывать, потому что, по сути, вот чего не хватает-то, да? Не хватает прям действительно оторваться, да, то есть отключить голову и пойти в состояние просто какой-то безграничной вечной медитации, безграничного потока, безграничного умения, знаете, создавать какие-то новые реальности. Это, опять же, у нас не совсем про эмоции, а эмоции, ну вот если прям совсем утрировать, это что-то легкое, да? Легкости прям не хватает проявления очень сильно. Я же говорю, что такое очень часто бывает. Это частая история, когда девчонка приходит, и там мы немножко начинаем разбирать тему лишнего веса, а я в этом компетентна, потому что, в принципе, я там с психосоматикой очень дружу, и, в принципе, ну, некоторые причинно-следственные связи не прям на поверхности. Это не вот эта вот не история, когда люди без высшего психологического образования, им кажется, что не видят корневые причины, потому что их на каких-то, значит, курсах для психологов-то научили делать. Вот. Это именно, что есть определенные причинно-следственные связи, которые вообще никак не противоречат, да, и физиологии и прочим, которые показывают, почему это именно так. И такое бывает, смотрите, что внутри хрупкость, и она такая, как балерина, но при этом внешне она слонушек. И такие девочки очень страдают, потому что говорят, ну вот, никто не видит мою легкость. Никто не видит вообще, что я хочу порхать как бабочка, потому что я, значит, выгляжу даже не как пчела, да.
Вот что-то такая история, что как-то у вас не мэчится, скорее всего, ваш внешний вид и ваша внутренняя легкость. Вот пока такая история. С одной стороны, прям тяжеловесность вот это чувствуется на уровне тела. И также какие-то, знаете, энергии пылают по легкости, крайне сложно вам принимать. Как-то тело как-то не привыкло. Оно привыкло, принимать и чувствовать энергии, которые позволяют мощно заземляться, мощно вырастать и мощно противостоять, понимаете? Тем, кто пытается, значит, колыхать ваш флюгер, сбивать вас там с истинного пути. Вот поэтому, да, у нас немножко не мэч, поэтому можем чувствовать себя не в теле. Я об этом, кстати, говорила в закрытых раскладах, когда снимала и причину депрессии, и борьбу внутреннюю, там прям хороший пласт информации. Можно прям срастить эти расклады. Окей. Общение с какими людьми вас наполняет и вам сейчас нужно? С мудрыми, с наставниками, скорее всего. Может быть, даже с психологами, которые объясняют вам причинно-следственную связь. Но, опять же, с нейроведьмочкой любимой, конечно, которая может для вас быть вашим личным этим, да, проповедником, токсичным иерофантом. Не без этого. Ладно, это все шутки. Так, иерофант. Ух ты. Здесь на самом деле действительно, как это сказать, вам пока нужны еще контролеры вашей жизни. Короче, вам нужен строгий папа. Понимаете? И вот этот строгий папа, это про то, что это может быть начальник, это может быть муж, это может быть мы подсознательно, собственно, ищем людей, которые нас прям выдергивают в состояние, что это взрослый. А зачем? Давайте посмотрим, зачем вам нужен такой человек. Потому что либо вам хочется почувствовать себя ребенком, либо вам кажется на самом деле, что вы пока не вышли из вот этого состояния, да, нам нужен человек, который направляет нас по жизни. А человек, в чем пространстве мне пока еще безопасно. Но при этом действительно, знаете, здесь вот эти люди, они могут проявлять по отношению к вам какую-то токсичность. Они могут, например, занижать ваш потенциал, потому что вы пока еще в цепке пострадать от таких людей и убедиться, да, что они были правы, понимаете? То есть нам сейчас нужно общение с людьми, да, чтобы проявить наши внутренние конфликты. Давайте сразу совет. Давайте сразу совет. Ну что, ребятки, мои прекрасные мальчики, девочки, то есть зачем нам сейчас нужны эти люди? Да, отстоять ценности или понять, что те родительские сценарии, которые были заложены, они больше не работают. И энергия шута, она про то, что мы хотим выйти, да. Мы хотим действительно начинать уже проявляться по-другому, да. То есть хочется, знаете как, хочется сцену, но эту сцену я блокирую, потому что там, допустим, будет сидеть 500 человек, которые будут мне аплодировать и одобрять, и один человек, который токсично скажет: да у тебя ничего не получится, ты плохо выступила, ты хреново поешь, ты двигаешься как корова вообще, да и куда ты, значит, выперлась, да? Тебе это вся, значит, творческая история, как коровье седло, давай угомонись, мать, да, вернись домой. И вы будете ориентироваться только на вот этого человека, да, потому что подсознательно прям вы хотите одобрение именно от него получить. По сути, вы стараетесь, чтобы он вас одобрил. И пока у вас существует эта сцепка, да, здесь есть необходимость общения с такими людьми, которые, знаете, как будут вам показывать, как строгие учителя. Вы заметили, да? Иерофант и король мечей. То есть вы будете прям триггериться от таких людей, которые будут вам показывать, на каком 25-м, 125-м месте вы находитесь, чтобы вы понимали, что, к сожалению, вы сами у себя на этом месте были. Скорее всего, да? Потому что если бы вы не понимали, что были, то эта ситуация, она бы в вашей жизни не происходила. То есть вы бы даже не осознали, понимаете, что у вас одинаковые люди встречаются, чтобы показать вам
через критику и контроль, понимаете, рост. То есть вы привыкли расти через критику и контроль. Умные люди типа скажут: я совершу меньше ошибок. Это для меня своего рода зона комфорта, зона безопасности. Расти под присмотром, расти под колпаком. Да, комнатный цветочек. Я сейчас вот эту всю историю читаю, для меня это прям какие-то, знаете, флешбеки даже своего рода. Но благо, что флешбеки. Я это смотрю как кино. Ну, понятно, что все мы разные, да, и, может быть, для вас это как раз сейчас и есть вот эта болезненная точка, да, вот. А потом как бы мы двинемся вперед, конечно же. Ну, у всех просто разная скорость, понимание, восприятие. Окей. Какой опыт из вашего прошлого вам сейчас поможет? Да, знаете, очень интересная, конечно, карта повешенного, потому что сказать о том, во-первых, что там есть какой-то прям позитивный опыт, на который вы можете опираться, это нет, потому что вы, видимо, в вечном режиме ожидания. А с другой стороны, как бы энергия повешена, посмотреть на ситуацию с другой стороны, что, собственно, я вам сейчас помогаю делать, да? То есть, скорее всего, в вашем опыте уже была подобная ситуация, но где-то вы поступили не так, да, и сейчас на самом деле можно проделать работу над ошибками, потому что вы объективно стали сильнее, вы можете с этой ситуацией справиться. Сейчас посмотрю, чего она касалась, хотя, конечно, монарами просится. Вы уже себя обманули, вас уже обманули. Да, вас уже обманули, потому что, смотрите, вас с закрытыми глазами вели, да, вам казалось по вашей дороге и к вашим мечтам и целям, и вам казалось, что человек, который берет вас за руку и завязывает вам глаза, просто хочет, чтобы вы ему безгранично доверяли, а он, значит, вас приведет в Эльдорадо, рай обетованный и прочее. А человек преследовал свои цели. И вот здесь вот как бы вот этот негативный опыт, это про то, что было предательство, но было предательство в первую очередь по отношению к себе, когда вы в какой-то момент себя не послушали. Тут тоже совет беру, потому что двойкам, конечно, прям выбираться и выбираться из этого всего. Ну что, энергия императрицы, да, я повзрослела, я взрослая, я сама принимаю решения. Я мать, я жена, я там, не знаю что, где-то все равно работаю, да, что-то, то есть у меня есть какие-то социальные роли, социальные статусы. Да, и они мои, я сама хочу пройти эти инициации, сама хочу пройти эти уроки. Императрица, да, как бы и... Почему чаши говорю вместо жезлов, скажите мне, внутри себя? Туз жезлов. Императрица и туз жезлов – это красивая, здоровая, психически, да, это взрослая сексуальная женщина, которая является хозяйкой своей территории, понимаете? Да, и это про то, что, ну, я, конечно, когда-то раньше играла по твоим правилам, по вашим правилам, а сейчас я хочу свои создавать. И давайте посмотрим, вы в этом преуспеете, когда вы сами правила своей игры создаете. Однозначно, здесь карта дьявола, да? Здесь такое безграничное количество возможностей открывается для вас. Но для вас это искушение, понимаете? Вам типа так нельзя, потому что вам когда-то кто-то внушил, что вы вечный ребенок. И что мир жестокий, и нужно от него защищаться, соответственно, да? И большой грех и неблагодарность отказаться от помощи людей, которые вам добра хотят, да? Вот этот какой-то момент ты должна быть благодарна, мне прям фонит очень сильно. Здесь вот вопрос за что? А за то, что вот посмотри, там, либо в тебя поверили, либо в тебя вложились, либо кто-то потратил ресурсы, либо мы положили всю жизнь на твое воспитание, а ты смотри, как с нами, да, такая очень часто манипуляция со стороны родителя, которая, к сожалению, прям вот не дает уже ребенку, который уже взрослый, расти, да, и выбирать свою жизнь, да, потому что страшно обидеть родителей, страшно оторваться от тех, кто в себя когда-то вложился, да, внимание, временем, это какой-то вот момент, ну, чувство вины, скорее всего, основанный, по большей части, да. Они же вот так вот ко мне, а я такая, значит, неблагодарная. Либо не оправдываю ожидания, соответственно, либо просто не вижу ценности в этой гиперопеке, гиперзаботе, которая меня окружает, и тем самым просто я себя чувствую в повешенном. То есть это бабочка, которая все никак не вылупится. И как только у нее первые вот эти позывы и потуги, да, вылупятся, ее снова в этот кокон заворачивают.
Ну, мы же с вами понимаем, да, что в кокон мы можем сами завернуться, да, если какие-то негативные действия вокруг нас, мы не хотим вовлекаться. Но это же не говорит о том, что мы в вечном коконе должны быть. А под одеялком, понимаете, всегда теплее и безопаснее. Но путь героя начинается тогда, когда мы просыпаемся, да, а не досыпаем под одеялком. Вот эта ситуация, которая происходит, чему может вас научить? Хотя, в принципе, мне кажется, я развернутую информацию дала, да, чему может научить? Ну что, новый путь. И это про то, что вы уже выше, вы уже дальше, вы уже живете на другом этаже. У вас другие эмоции. Вот помните шестерку мечей? В моих, может быть, вы помните, да, в медитации шестерка мечей, потому что вас уже Харон перевозит на другой берег. Там уже что-то осталось, понимаете? Вот это, и вот обратите внимание, вот если вам как бы кадр попадает, да, что вот эта девушка, она на свое прошлое вот так вот смотрит, да, то есть она отплывает уже, но при этом она прощается с этим прошлым своим. Ну, представьте, например, вот там Содом и Гоморру, да, и все, значит, грешники погибли, а нескольких человек там жену Лот, да? Подождите. Ну жену Лота не спасли, а, по-моему, Лота же спасли самого, да? Типа, ну, потому что бегите, не оборачивайтесь, а она обернулась и превратилась, короче, в соляной столб, насколько помню. Вот. Но я думаю, что у Лота там типа все нормально было, потому что они же плодовитые все, может, у нее еще 8 жен там потом было. Ну вот, но в том плане, как бы, что кого-то же спасли. И вот вы, наверное, как бы из тех, собственно, да, кого спасли, но вы все равно смотрите в это прошлое, да? Вы как будто прям, вам уже нужно отплывать от этого берега, а вы прям цепями себя приковываете, вас уже отталкивает, а вы все равно, да? То есть вот состояние внутреннего конфликта, оно очень явно, видно, нам показывает. При этом мы помним всегда, что в пятерке жезлов не сильно там много энергии, это больше карта соревнований, да, это тогда, когда мы уже сделали выбор внутренний, но внешне пока еще, знаете, не понимаем, почему что-то ломается в нашей жизни или какие-то конфликты, потому что внутренний выбор уже сделан, да, мы внутри уже себя перестроили, мы внутри уже переместили себя в другую реальность, а теперь наблюдаем, как рушится наша та старая. Конечно, нам грустно, естественно, что она рушится, чё ж тут. Чему должна научить ситуацию? Ну все уже, надо в новое идти. Чего нужно остерегаться? Давайте. Чего нужно остерегаться? Ну, что вас это опять может затянуть, да, тройка пентаклей. Ну что, во-первых, чего остерегаться-то, да, что условно на новой земле, допустим, какие-то новые шаги, новые отношения, новая работа, новые проекты, вы пока можете получать, ну, возможно, как, знаете, пока, смотрите, не очень жизнеспособное, потому что там мало энергии, да? Там пока еще мало энергии, да? Тройка пентаклей, как бы десятка пентаклей. Чего следует остерегаться? Ну, возможно, отката, потому что захочется вернуться в свою зону комфорта. Там была, конечно, десятка пентаклей, но вы личную пока еще не нарастили, у вас пока троечка только. И вот это вот подсознательное желание все-таки вернуться туда, может быть, да? Или моя любимая метафора, когда мы посадили зернышко, и мы, короче, каждые 5 минут его выкапываем, чтобы посмотреть, проросло оно или нет, да? То есть мы слишком долго были в повешенном, и теперь нам хочется очень быстрых результатов. А тут, в принципе, нам показывают, что по звезде вы и колесе фортуны, вы как бы выбрали правильный путь. То, что вы делаете, это очень интересно, но просто запаситесь терпением, потому что, опять же, некоторые города не сразу строились. А вы тоже знаете город, который не сразу строится. Что, красивая позиция второму варианту. Нормально? Мне нравится. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте смотреть происходящее с вами. Расскажу вам про вашу точку роста, доступа. Каким воздухом вы дышите. И вот такое вот, что вас правда может интересовать. Но вы пока не знаете, что, где, как, почему. С чем связано. Кстати, внезапно понравилось работать на этой колоде на самопознание. Вот как-то мне прям нравится. Скорее всего, есть все-таки какая-то энергетика художническая в этом всем. Так-то классика, конечно.
по значению. 4. Так, 6, да? Нам нужно 6 карт. Ну что, давайте смотреть, чего телу не хватает, троечки. Что вы там ему задолжали, давайте смотреть. Слушайте, в качестве спойлера буду хохотать, если там будет это, королева Пентаклей. Ну нет, вы же у меня вечно отличаетесь от всех. Чего не хватает-то? Чего телу, короче, не хватает? А вот телу не хватает впечатлений разных. Вот видите, вот это карта мага, да, что-то, как это сказать, подзасиделись в девках, да, подзастоялась энергия, потому что, опять же, в маге большое же количество энергии, и вот ощущение, что телу что-то новое нужно, да, нужны какие-то новые эмоции, впечатления, энергии, что-то новое надо. По магу сейчас посмотрю, что она хочет, просто, может быть, она правда хочет, знаете, чтобы вы исследовали его скиллы, да, возможности, может быть, выносливость, может, еще что-то, потому что оно прям как маленький ребенок, знаете, на которого обращает внимание, оно такое, а я и вот так могу, да, или там, как в мультике, а я вот еще и вышивать на машинке. И вот на самом деле понимаете, насколько тело хочет со всех сторон показать свои ресурсы и скиллы, и навыки, да. Чего телу не хватает? Да используйте его все же в каких-то других, не знаю, целях, нежели вы там его используете, да? На работу, с работы, поесть, там в зал там сходить, что-то еще там на свидание, может, какие-то еще. Вот еще, в общем, каких-то хочет взаимодействия с собой. Вы как будто сами запрещаете ему, да, такая королева мечей, я, короче, голову включаю. Это я тоже приводила пример, да, смотрела девочки, там, насколько у нее заблокированы финансовые каналы. Я же у вас это всеядная же, это нервная ведьма. Ну, в том плане, как бы, что мне просто кринжово называть себя биоэнергетом, но я все это знаю и понимаю. Или квантовым экстрасенсом, потому что это все пахнет какой-то, да, нафталином неясным. Вот. Ну, вот действительно, когда смотришь там финансовые каналы на тонком плане, вообще Таро там тебя показывают, иногда прям видно какое-то перекрытие. А бывает такое, что мы сами просто головушкой своей прям все это закрываем. Здесь сюда. Вот речь идет об этом, что хочется баловаться и шалить, а вы на уровне тела говорите, ну, на уровне головы, нет, ты не будешь это делать, да ты наказан. Что это ты такое себе хочешь? Что это ты возомнил? Да, и раз такая бахнула наказание. Ну вот, собственно, каким образом? Как только тело начинает проявляться, в общем, как-то исследуя себя, да, как это сказать, распуская новые цветы. Ну, то есть, смотрите, например, ваше тело умеет создавать, к примеру, там, нарциссы. А тут вот, знаете ли, хочется ему розы создавать. А голова такая, слышь, что, в нашем палисаднике растут только нарциссы. Что это ты вот это удумала? И он такой, и все, да, то есть, а мне нельзя, потому что вот где-то на уровне головы когда-то решили, что вот эта история, что тебе нельзя, это не для тебя, это не безопасно, для вашего тела работает лучше, чем тебе можно, потому что что делается для свободы, когда реально можно все, примерно можно все. Проявляться, в общем, как ты хочешь, да, писать там, что ты хочешь, ну, допустим, там, людям, да, к примеру, как-то высказывать, что хочешь. Вот какой-то вот момент эгоцентризм, непосредственности, он прям пропал, да, а тело, на самом деле, всего этого хочет. Посмотрите, как вы его прям приковали вот этими прям жезлами, 10 жезлов, да, все тяжело очень, да, тяжело, как будто вы сами все себе решили, что вашему телу все должно тяжело даваться через выживание. Сейчас приведу пример. Смотрите, 2 подруги идут в спортзал. Ну, примерно в одной и той же физической форме. Плюс-минус. Ну, примерно, ну, давайте так, насколько возможно, с тем же самым, ну, плюс-минус, там, этим,
составом тела, да, к примеру, или там гормональной историей. Ну, то есть у них примерно одинаковые показатели. Но кому-то удается очень быстро сбросить там 5 килограмм, а кто-то пашет уже 6,5 месяцев, и как бы вес стоит, да и как-то вот сильно прям активности не прибавляется. Вот почему? Потому что где-то на уровне тела мы себе запрещаем пропускать более легкие изменения. Да, у той девочки там сильно запретов нет, и все, мне нафиг не надо, все там жир дорогой, вода, все, вы отработали, давайте до свидос. И поэтому, соответственно, я, значит, с радостью запускаю все эти процессы, да, там что-то, лимфу там погоняла, еще что-то, все, короче, я начинаю от этого избавляться, да, ну не из страха, что это обязательно вернется, там, да это все нестабильно, да, просто, мне нафиг не надо, я это выкину. Вот знаешь, я, конечно, не буду говорить, как бы, что там наши продукты метаболизма и прочее, это все какой-то мусор. Но вот смотри, у тебя мусор накопился, это же прям ничтоже сумняшися. Пошла, короче, выкинула, да? Если там, конечно, не морозы никакие, ни жара, ни что-то еще. Потому что оно тебе не надо, это мусор. А мы от этого мусора нифига не избавляемся. Мы это все тащим свое прошлое, тащим какой-то переработанный компост. Мы, конечно, очень классные женщины, да, потому что в нас, в общем, засеет, то как бы и взойдет, потому что я же говорю, что мы прям компост тащим из прошлого. Мы же удобрены очень сильно этим всем навозом, да, мы же вот это все собрали в себе, все же в себя вот это втягиваем. Безотходное производство. Тащим. Ну вот, собственно, вот как-то прям что-то не даем себе помогу, да, проявлений. Угу. Ценности своей, короче, не видим, да, тело такое говорит, слушай, а когда мы свою ценность увидим? Когда мы с тобой видим ценность того, что мы с тобой там пашем там большое количество времени за малые деньги, но когда мы с тобой видим ценность того, что боженька и прекрасные родители дали нам замечательную фигуру, когда мы с тобой видим там ценность того, что, допустим, наша классная энергия, если мы общаемся с людьми, она реально обладает какими-то исцелительными свойствами, в нашем поле там людям реально становится... Когда мы с тобой это увидим? А мы прям запрещаем себе видеть, да? Мы прям такие, не положено, а все такие. И вот этот какой-то момент усреднения, который мы сами себе даем, и как будто мы сами себе устраиваем вот это ведро с крабами, да? Как только ты начинаешь вылазить, ты раз себя прям по башке сразу. Сразу прям мгновенно по башке, да? Чуть-чуть, значит, ты лицо там высунул в окошко подышать, да? И сразу себе вьюгу материализовал, понимаешь? Или запахи с помойки, либо еще что-то. Такие, нет, все, сидим дома, закрыли окно. Понимаешь? Вот так вот, короче, у тебя сейчас работает, и тело, конечно, оно в шоке. Типа, давай уже заканчивать этот квест дурацкий. Башка ты поиграла вообще, может, тебе прикольно. Вот, как-то. А я же этого не хочу совсем. Что ж ты меня просто помещаешь в правила игры тупые совсем. То есть ты их придумываешь, мало того, что оно профита никакого тела не дает. Ты продолжаешь, в это играть, и вот такой-нибудь немножко разбаланс вообще, что у тебя голова тебе диктует делать, да, что тело хочет. А тело же, знаешь ли, оно совсем другого хочет. Совет вообще, давайте сразу прям совет здесь тащу. Не на все карты, говорю, тащу совет, некоторые понятно что-то. Что мы растим? Короче, я уже давала, да, метафору про компостную кучу. Так, давайте. Что-то мы растим себе, да? 7 пентаклей, 2 чаш. Паж чаш. Мы что-то растим, короче, от чего-то не хотим избавиться. Кстати, вот здесь вот по вот этой позиции могут быть девчонки, которым крайне сложно похудеть в области живота. Вы что-то туда тащите. Либо тащите материнство, знаете, может, нерожденных детей там вашего рода, знаешь, может, какое-то чувство вины там родовое, не знаю. Здесь как бы проблемной будет именно зона живота. Очень часто, скорее всего, вы там прям набираете, если, конечно, не сушитесь там сильно, но вот первым делом, как только вы себя немножко отпускаете, у вас растет живот. Такой вот момент вынашивания. Или там проблема, да, сразу, короче, вздутие, вот может быть, потому что мне прям показывают вот большой круглый живот у женщины.
Подождите, а хочет ли тело беременности? Слушайте, девочки, если первая возможно, а вот вторая, третья нет, потому что ощущение, что прям тяжело, да, прям какая-то тяжесть на позвоночник почему-то мне идет сильно. Вот хочу понять просто, потому что обновление циклов вот это всего хочет. А как еще по-другому этого добиться, не совсем понимает. А знаете, вот такое ощущение, что подсознательно тело хочет вернуться в то состояние, например, вот если кто-то рожал, да, вот когда оно было беременным, не знаю почему. Вот, может быть, тот состав гормонов, может, еще что-то. Я не знаю, просто как бы вашим врачам и вам виднее, что там происходило. Может быть, какие-то другие эмоциональные ощущения. Да, а, собственно, если кто не беременный, то просто сложно понять, что это за энергия такая. Восьмерка чаш, как бы колесница. Да, когда что-то прям тонет в болоте. Так что ты как будто с трудом двигаешься. Воды очень много здесь. Я не знаю, что за история такая, короче, вот прям наполненность водой сильно чувствуется, очень много воды. И такая, знаешь, вода, которая не выходит, которую вы копите, и поэтому, может быть, да, то есть, ну, может быть, это какая-то целлюлитная история, да, это вода, которую мы копим, ну, потому что, там, может быть, лимфу не разогнали, ну, вот, и я же сейчас как бы не врач вам. Луна еще, короче, перевернута. Что-то прям буль-буль-буль такие, знаешь, вот прям опять ощущение какой-то воды прям вокруг вас. Вы вода, внутри вода. Как будто водой прям наполнен. Но это не живая какая-то вода, смотри. Ну, понятно, что тело хочет это все, да, слить, освободить. Угу. А ты не даешь вообще, понимаешь, ты не даешь. Вот восьмерка жезлов не даешь. Знаешь, что порекомендовала бы? Наверное, на тонком плане погнали такие чистить чакры сначала, с самого низа до самого верха. И там потихоньку начинают раскручивать энергию, запускать намерения и процессы именно на очищение. Очищение от ненужного, очищение от того, что должно уйти. Потому что что ж вы так сильно копите воду, я не могу понять. Вам что, не хватает воды, что ли, или что? Ну, я бы, конечно, могла сказать, там, пейте больше, да? Но здесь вот тоже, опять же, ощущение жажды как бы нет, с одной стороны, но... Я не могу понять, почему вы ее копите. Почему она не сливается, почему она не уходит, почему там застой воды. Может быть, это правда там, ну, если на уровне тела еще с мочеполовой системой как-то связано еще что-то, да, потому что прям удержание воды происходит. Мы, наверное, удерживаем воду, когда нам ее не хватает, да, в изобилии. Вы через силу прям удерживаете в себе зачем-то. Ну ладно, это так, просто понаблюдать со стороны происходящее. Девчонки говорят, когда же у нас будет энергетический марафон антижир к весне, похудение. Я говорю, ну знаете, у меня не сильно, в общем, есть такие свои как бы личные лайфхаки, потому что я сама прекрасно понимаю, что если нет физической нагрузки, мне на медитации крайне сложно, знаете, вытащить себя в такое энергетическое состояние, когда я ничего не коплю. Поэтому, мне кажется, это нужно совмещать все. Ладно, давайте. Понятно, да? Что тело такое, короче, от этого всего избавиться хочет, вы ему прям не даете, прям блокируете эти все энергии. Какие эмоции вам нужны сейчас? Опять же, что-то новое, но при этом что-то новое на уровне тела. Давайте так, ну как бы эмоции по пажу пентаклей. Так, ну давайте, наверное, все же я почитаю пажа пентаклей по классике. Сейчас я вытащу еще одну карту, потому что какие здесь эмоции-то могут быть по пажу пентаклей. Слушайте, вы очень тяжелый, кстати, по третьему варианту. Вы вот настолько уплыли просто куда-то позади себя в какой-то безграничный океан, потому что такое ощущение, что вы как будто берег прям нащупать не можете нащупать почву, на которой стоите. Короче, смотри. Тут не про то, какие вот эмоции нужны, а про то, что нужно отделить свое от чужого.
Нужно отделить свое от чужого. Ты что-то носишь не свое, а ты носишь что-то чужое, ты берешь что-то чужое, ты реагируешь на что-то чужое, на то, что твое тело вообще не хочет. Оно говорит, нафиг оно нам надо, это вообще, зачем ты это все в нас берешь, зачем мы это едим с тобой, да, условно. Ну вот как вот по первой карте, вот что, оно у нас настолько в забвении, вообще настолько просто вы его не слышите, не слушаете. А здесь именно про отделение, да, своего и чужого. А вы как будто с детства не особо понимаете, что вы сами хотите, не особо понимаете, мои эмоции или чужие. Это я как-то приводила пример вообще, когда я понимала, что я чувствую чужие эмоции, и они были достаточно тяжелые, ну, очень тяжелые, я понимаю, что они не мои. И как бы я как-то спросила у Вселенной, чьи же эмоции я чувствую. А потом, в общем, абсолютно случайно, да, я узнала историю этой квартиры, и, в общем, там, жила девушка, да, которая там, так понимаю, то ли мужчину бросил, то ли что-то еще, там, какую-то новую там завел. И вот она прям страдала, то ли свечи жгла, да, то ли что там хотела с собой сделать. Ну, то есть это не мои эмоции, да, бывает такое, что остаются какие-то энергетические слепки, ну, потому что не все же как бы чистят квартиру, да, перед тем, как ее сдать, к примеру. И здесь вот ощущение, что вы правда могли накопить что-то чужое, да, какие-то чужие эмоции. По справедливости, конечно, нужно все это отсечь. Чужое накопленное, да, чужое навязанное. Это не вы, это не ваше. Смотри, у тебя одни сплошные мечи. Рыцарь мечей, да, там справедливость тебе показывает, да, при этом, ну, десятка пентаклей, да, отсекай это все, навязанное вообще, ну, что те мешки, на которые на тебя навалили, чужую ответственность, да, представление относительно себя, на которые на тебя навалили, да, ну, вот, твой негативный опыт, то есть такой вот момент обнуления прям мощнейший должен быть. Может, какие-то, знаешь, практики там тебе нужны. По возвращению целостности, знаешь, у нас такое вот энергетическое ощущение, что императрица перевернулась, то есть она не понимает свою роль в жизни, она ее не осознает, да. Такая, знаешь, потерянная женщина, накопила вообще в себе, как Плюшкин, все что угодно, а как бы в этом нет личной ценности, нет понимания, зачем она это делает, для кого, да, что ей это дает. Вот такая вот интересная информация. Общение с какими людьми вам сейчас нужно? Ну, понятно, что те, скорее всего, которые помогут вам все это почистить. Да, с людьми, которые в балансе, с людьми, которые могут, смотри, отделять чужое от своего, да, двойка пентаклей, да, с людьми, которые, например, не идут в состояние достигаторства, потому что здесь у тебя есть вот эти моменты, что ты что-то копишь, прям накапливаешь. Двойка пентаклей. Звезда. Да, знаешь, это какой-то момент духовности, это из серии, что тебе нужно общаться с людьми. Может быть, это массаж, может быть, это йога, да, может быть, ну, смотри, вот люди, которые в балансе, потому что у тебя, на самом деле, такие прям достаточно раздерганные энергии, да, тебя штормит от состояния вот это забвения темной воды, да, до состояния, да я сейчас как бы все как брошу, как всплыву, получается, да, из вот этих вот темных вод. Вы знаете, такое ощущение, что вы достаточно давно на дне прикованы цепями, вот, и в какой-то момент, знаете, у вас прям рывок подняться наверх, да, потом вы опять, короче, вниз опускаетесь. Вот вам нужны люди, да, которые просто научат вас, да, как копить силы, чтобы действительно это было не скачкообразно, чтобы если вы там приняли решение, что вам больше не нужны эти цепи, чтобы вам хватило сил подняться там, да, и задержаться. Потому что сейчас, на самом деле, мы пробуем, видимо, вот какую-то разную энергию, она пытается в наше тело прийти, мы ее призвали, мы что-то пытаемся в своей жизни поменять, но нас очень сильно штормит. Нас штормит, потому что нет курса, нет понимания, что делать, куда двигаться, потому что поэтому вполне возможно, вам сейчас нужно общаться с людьми, которые условно такие, знаешь, тебя выстраивают, вот они твои духовные наставники, да, это может быть, ну, люди, в общем, которые преодолели такие же ситуации, как у тебя, которые, да, что-то ждут, выжидают состояние баланса, да, самое главное, что они умиротворены, и вот тебе вот этого умиротворения сейчас не хватает.
Даже не смирение, умиротворение. Но опять же, знаете, некоторым людям, правда, нужна и церковь для того, чтобы голову в порядок привести, потому что если мы убираем вот эти все религиозные перекосы, если мы убираем человеческий фактор, социальный фактор, да, то есть там церковь как институт, там социальное влияние, да, просто как место силы, и если вы экранируетесь от энергии других людей, потому что мы, ну, все заразно туда идут, понятно, что это место силы источника. Кто-то, допустим, да, пьет и оставляет после себя чистоту, а кто-то, знаете ли, с какими-то целями приходит, что там совсем не чисто. И нам, правда, это могут подсвечивать. Вы, может быть, там можете получить свое какое-то озарение, еще что-то. Вот у меня, например, там девочка знакомая есть, которая, ну, не так, что прям в церковь ходит, но при этом с духовниками общается, там, с батюшкой. И ей это, ну, дает определенные наставления, понимаете, по жизни. Вы можете найти там человека, который, ну, не обязательно же вот такой эгрегор, да, ортодоксальный, да, может быть, это что-то другое совсем. Буддизм, я не знаю, что. Ну, то есть, короче, вот люди, которые познали дзен. Люди, которые познали дзен, вот они вам нужны сейчас для общения, потому что, скорее всего, вас штормит, и вас нужно немножко успокоить и помочь вам, да, как бы создать себе следующую точку. Может быть, это правда коуч, да, но коуч хороший действительно. Не тот, который оттачивает, знаете, свое мастерство троллинга на вас, рассказывая, какой он замечательный, а вы не очень. Ну, вот такой хороший, нормальный человек, адекватный. Может, хороший психолог, да? То есть, правда, нужен человек, который помогает в этом всем разобраться. Ну, окей, что? Дальше смотрим. Ну что, опыт, да, из прошлого, который вам сейчас может помочь. А когда-то было легко, а когда-то было радостно, да, тройка чаш. То есть вы же помните, как это было, когда вам радостно, когда вам классно, когда вы улыбаетесь, просыпаетесь, да, солнцу, звездам, небо и прочее, да. Вот здесь опыт из прошлого, это что-то было хорошее, когда мы были очень оптимистично настроены, когда мы были готовы действительно, да, подставлять лицо солнечным лучам, я не знаю, брызгам океана, да, когда мы действительно были открыты, да, как дети. Помните вот эту вся история, что будьте как дети, да, откроется вам Царствие Небесное, и в метафорическом ключе это же, ну, не всегда прям дословная какая-то история про там, типа, да, значит, рай там и ад. Но еще вот по преданию рай вообще находился на территории современной Турции, как вот мне экскурсовод объясняла прям, что оказывается вот такая история, да. Но мы здесь, ад, кстати, тоже, она где-то говорила в какой-то пустыне, но я уже не помню, я про рай только запомнила. Вот, потому что доступ-то у меня туда был. Ладно, это все как бы шутки шутками, чтобы я немножко вас отвлекла от степени важности информации, чтобы вы головушку отпустили чуть-чуть. Но здесь про то, что Царствие Небесное — это же про знания, это же про умение применять эти знания для себя, да, чтобы сделать свою жизнь немножко лучше. И я, возможно, скажу сейчас некую крамольную вещь, но, как ни странно, но это я так считаю, вот моя миссия. Если я вам открываю знания, у меня реально ощущение, что я вам Царствие Небесное открываю. А открываю-то я вам знания какие? По крафту, по колдовству. Видите, какой когнитивный диссонанс. Меня бы, конечно, сейчас бы сожгли бы на костре. Но такая глубокомысленная все-таки, да? Глубокомысленная мысль там. Любые знания, по сути, да, Царствие Небесное. Нет понятия вообще небо, земля. Все суть одно. Если мы знаем и просвещены, мы в раю. А незнание — это вот условно темнота, да? Темнота, да, потому что знаний не хватает. А знание — внутренний свет. И вот как бы вы уже были вообще вот в этих энергиях. Абсолютно. Посмотрите, как вы радостно встречали, да, жизнь, смотрели. А потом, соответственно, в вашу жизнь пришел человек, который это все поломал. Король мечей прям поломал, да. Наступил, видимо, ногой на ваш замок песочный, и вы новый не стали просто отстраивать. Вы просто вот, видимо, очень сильно эмоционально в драме горюете.
от происходящего. Уничтожили, видимо, прям я не хочу это чувствовать на уровне тела, поэтому у нас королева Пентаклей прибитая десяткой мечей. Какой-то момент внутреннего распятия состоялся. Я ж надеюсь, что это не во имя, да, какой-то мифической жертвенности и духовности. Это просто дикое желание просто не продолжать какую-то историю, в которой вы не выиграли, не поняли правила, еще и оказались аутсайдером, хотя изначально вы как бы в эту игру очень круто включились. Понимаете? Чужую игру включились. Ситуация чему может научить сейчас? Но она правда должна научить, потому что для вас это, видимо, какой-то кармический урок, наверное, судьбоносная история, потому что карта страшного суда. Тяжелый, кстати, для меня прям расклад. Я очень сложно продираюсь вот сейчас в вашу голову и мечи. Даже немножко в этот момент раздражения, потому что есть такое ощущение, типа, что кто на что учился. Вот тебе дают какие-то знаки, да, тебе же на самом деле что-то показывают и подсвечивают. И по сути, то, что в твоей жизни сейчас происходит, это то, что ранее ты себе навизуализировал, да. То есть, по сути, то, что происходит, это вот как раз те страхи, да, которые мы боялись, что они могут материализоваться, не материализовались, да. А на самом деле негативные установки относительно нас, вот оно сейчас все пришло в действие. И если тебе не нравится то, что сейчас создано, нужно все это просто научиться рассоздавать, да, научиться рассоздавать. А тебе почему-то кажется вообще, что это слишком сложная задача. Слишком сложная задача по крупицам, там, знаешь, как вот те дрова, которые ты наломал или наломал, да, нужны вот эти авгиевые конюшни, а вот эти, я не знаю, там, бурелом, там, посмотри, вот тебе просто нужно это все аккуратно убирать, слой за слоем, понимаешь, все это вычищать, слой за слоем. А сейчас, да, такая, знаешь, работа глобальной чистки на разных уровнях происходит. Что это тебе приносит? Приносит непонимание своей цели, непонимание своей миссии, непонимание своего предназначения, потому что ощущение, что те опоры, которые были выстроены, они рушатся, да, и тебя нет. Ты знаешь это? Ты чистая энергия, тебя нет вообще, ты никто и ничто одновременно. Так, Луна, 4 мечей. Вот, пожалуйста, да, ощущение просто, ну, как бы важности твоей нет, да, какой-то сильной вовлеченности в какие-то процессы. Вообще там ничего. Меня, говорит, нет. Меня нет. Я, типа, вообще не знаю, кто я и что я, да, вообще про ощущение какой-то то ли клетки, то ли темницы, то ли вот темной воды, про которую говорю, меня нет. Хорошо, а может быть, знаешь, это, видимо, для того, чтобы тебе рассоздать вот этот прошлый опыт, потому что если тебя нет, то значит и ничего нет, и прошлого нет, понимаешь? И это про то, что действительно в таком состоянии как раз и можно создавать новые миры, когда ты полностью все сжигаешь, да? Сжигаешь, да, и выходишь в плюс. То есть сначала ты выходишь в ноль, а потом ты выходишь в плюс. Знаешь же, да, как бизнес-история выстраивается. Не всегда у нас там маржинальность. Мы в какое-то время можем работать в минус, потом мы работаем в ноль, да, то есть мы достигаем определенной точки без убыточности, а только потом у нас идет рост. И вы сейчас вот своего рода вот в этой точке безубыточности. В ноль. Короче, ребят, вы работаете в ноль. Не в плюс. Плюс будет потом. Пока в ноль, и это классно. Что уже не в минус, не в убыток. Пока вот в ноль. Ого. Да, потом, значит, у нас Иерофант появляется, 9 пентаклей. Такое ощущение, что потом вы как будто учите тому, что уже преодолели сами, да, скорее всего, как себя создать, потом рассоздать, короче, потом опять типа выйти в плюс. Пока в ноль. Прикольно, да? Ладно. Но зато ощущение, что все как будто становится на свои места, да? Вот она прям, вот эта точка отсчета. Совсем с нуля, какое-то прям обнуление. И вот смотрите, даже если в энергии шута у нас есть хотя бы какая-то энергия, надеюсь, у вас вообще ничего нет, вы просто чистая энергия. Нет, ну может кто-то смотрел мои эти медитации в манифесте, делал практики на невидимость и забыл заземлиться, да, забыл заново себя создать. Давайте так, как нам заземлиться-то нужно?
Реально забыли заземлиться. Ну, конечно, вы же не стоите на земле. Вот, пожалуйста. Разучились заземляться. Вы как потеряли связь с землей, получаю. Смотри, 5 пентаклей. Колесо фортуны. Ну, сейчас период такой, знаешь, такое ощущение, что тебя земля не кормит, тебя земля не держит, тебя земля не питает. Да? Период сейчас такой, как будто, может быть, не твоя земля. Этот период изменится. Ух ты, только на твоей силе воли, дьявол, да? 7 жезлов, 6 чаш. Угу. Там надо так сильно захотеть, так сильно, скорее всего. Но у тебя есть все ресурсы для этого, там 9 пентаклей. Может быть, деньги какие-то придется вложить для изменения ситуации. И там, конечно, нужно немножко, знаешь, как наступить на, скорее всего, эго, потому что либо денег не хватает сейчас, либо они сейчас ничего не решают, сейчас решают что-то другое, да. Та энергия, которой пока нет, пока не хватает, пока твое тело ее не принимает. Поэтому вот такая, ну, вот немножко болезненная ситуация. Но зато ощущение, что у тебя рассозданы связи с прошлым. Вот это прям хорошая история, несмотря на то, что ты никто и ничто сейчас. Знаешь, как еще, вот ты, если боишься, у тебя степень важности такая, ты боишься быть никто и ничто, тебе могут фонить фразы, знаешь, прямо с поля, серии, что я чувствую себя ничтожеством, да. И вот это больная, с одной стороны, история, если у тебя есть негативный опыт, что тебя не замечали, а с другой стороны, знаешь, это, знаешь, как это внутреннее все-таки желание быть никем и ничем, чтобы создать себя заново. Подумай об этом. Видишь, как мы с другой стороны можем посмотреть на твои болезненные, да, сейчас истории, что я никто и ничто. Ну, это вот, да, рассоздание прошлого опыта ради нового. Так, чего стоит остерегаться? Необдуманных действий, да, туз жезлов. То есть не время действовать, потому что, ну, к чему могут привести действия, да? То есть нам сейчас нужно остерегаться туза жезлов, нам нужно, знаешь, как имитации бурной деятельности в частности, и, возможно, это люди какие-то, помощи со стороны, да, в твоих каких-то намерениях. 2 мечей, 4 пентаклей, понятно. Смотри, чего, короче, мы остерегаемся. Мы сильно не делимся с людьми, потому что, смотри, они на нам выдвигают 2 мечей, 4 пентаклей. Типа, у тебя ничего не получится, и что ты там надумала сидеть, типа, на попе ровно, потому что ты кто? Никто и ничто, ты ничтожество, да? И мы в какой-то момент просто ловим вайб этих людей, да, их страхи относительно там, ну, то есть они бы так не сделали, как мы. Им бы смелости не хватило. Вот. Но мы почему-то вот эти вот их страхи, да, ловим на свой счет, и нам реально кажется, что мы никто и ничто. И вот чего следует остерегаться? Это таких людей, понимаешь? Реально таких людей. Да, тех, кто растопчут твои желания, те скажут, что да что ты делаешь, да ничего не получится, да там типа хреново, да ты сам себя обманываешь, да сиди как бы на жопе ровно, да, извините меня, 7 мечей, 8 мечей, да, то есть просто вас максимально отговаривают от создания себя новое, от вот типа, ну раз создала, типа смотри, ты сейчас абсолютно безопасно, не отсвечиваешь, ничего, не фонишь никому, никого не бесишь, вообще тебя не видно, не слышно. И тут на самом деле вот ощущение, что есть же мощный потенциал на создание себя заново, да, возможно, даже лучшей версии себя. Но вот это вот просто, что я боюсь вообще, что меня тут затопчут ногами, такое, кстати, очень часто бывает, например, когда человек идет там к своей публичности, но дико боится хейтеров, к примеру, да, и, собственно, потому что еще есть жажда одобрения, короче, какая-то, вот, он просто вот многое не делает, да, он как бы на самом деле многое не делает, потому что токса боится. Токса боится, да, ощущение, что люди, которые говорят тебе, что ты никто и ничто, они типа окажутся правы, понимаешь? Здесь нужно сердцем выбирать. Да, рассоздавать, опять же, свои старые связи по влюбленным,
да, рассоздавать абсолютно все зависимости, которые делают тебе меньше, чем ты есть, которые занижают твои масштабы, да, идти в личную королеву чаш. Делаю, что хочу, типа, и будь, что будет, да, на эмоциях, да. То есть, на самом деле, мы творим на эмоции, на ощущение чистой любви, потому что у нас, по сути, получается абсолютно все, что мы делаем на ощущение чистой любви. И если вы что-то делаете для людей, но при этом не получаете в ответ ощущение чистой любви, то это вполне логичная история, что вы просто закрываете это все, да, и все, и человека лишаете своей любви и поддержки. Это тоже нормальная история. Потому что, скорее всего, так и было, поэтому вы ушли в состояние безвремени, в состоянии, да, что я никто и ничто. Ну что, это тоже интересная позиция, правда? Посмотрите, как нам по всем 3 вариантам показывают различные ветки вероятности. В зависимости от того, какие мы установки, да, формируем в голове, в зависимости от того, следуем мы там, допустим, нашим родительским сценариям или выходим из них, в зависимости на самом деле от того, ну какой у нас там личный бэкграунд, да, и психологический, энергетический, да, в зависимости от того, насколько мы осознанны, вот такие вот разные варианты подкидывает нам жизнь, да, и показывает, в каких точках мы находимся. Я надеюсь, что вам было понятно, потому что есть ощущение, что я вам просто карту местности начертила по всем 3 вариантам. Да? Blueprints. Вот, чертежи, эскизы, да, которые, правда, могут стать, воплотиться, в общем, во что. Все. Поговорили, да, о чем хотели. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Есть еще, да, большое количество людей, которые не знают, что нужно подписываться на канал, чтобы не пропустить уведомления. То есть вы когда подписаны, колокольчик вообще нажимайте, и если у меня выходят новые расклады, вы видите их в приоритете, потому что вы на эти каналы подписаны. Вот, у меня большое количество информации выходит. Есть еще и закрытые расклады, но это, мне кажется, для многих уже следующая ступень, потому что я уже и так очень много что рассказала. Жду от вас обратной связи. Напоминаю, что вы можете оставлять в комментариях. Вот, я все читаю, не на все отвечаю. Вот. Но при этом, если вы даете обратную связь, я понимаю, насколько информация достигла своих слушателей. До новых встреч. С вами была я, ваша нейроведьма.